Всем привет! Пришло время для 15-й части всех пятизвездочных матчей за все время существования профессионального рестлинга. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, так как я стараюсь выпускать видосы чаще, а вам мою просьбу выполнить несложно. В этот раз разбавим японский рестлинг мексиканским луча либре. И снова у нас Рэй Мистерио с двумя классными матчами. Первый бой на сегодня. Кайоки Иноэ и Такако Иноэ против Манами Тойоты и Саки Хасыгавы. 30 августа 1995 года. Шоу AJW, WWWA Champions Night, Osaka Queens Holy Night. Командное чемпионство WWWA на кону. Матч до 2 из 3 фолов. Манами вновь пытается вернуть себе командные титула, но с другой напарницей, нежели раньше. На этом же шоу Айя Конг проиграла титул Динамит Кансай, который выиграла в прошлом выпуске в Five Star против Манами. Начало просто еще раз выдающееся, огромное количество бампов, много болевых, которые каждый раз все более техничные и техничные. Каждый раз они находят в себе силы придумать что-то новое и выкрутить соперницу на новый болевой прием. Под конец первой части матча они просто выдали скоростной спотфест, где неожиданно для всех Манами провела Sunset Flip с третьего каната для Кайоки и смогла ее удержать. Первый фол не за чемпионками, хотя по сути весь матч это одна большая месть Кайоки за свои проигрыши. Вторая часть матча была просто люто быстрая. Чемпионки ретировались и пошли в атаку, моментально разгромив соперниц, и Кайоки на этот раз поймала Саки на Ниагара Драйвер и быстро сравняла счет. Этого никто не ожидал. А вот третья — это просто безостановочный экшен с огромным количеством ложных концовок, где много раз можно было удерживать. Споты, командные бампы. Тут было всего в достатке. Все провели просто тонну финишеров, и в конце, когда Кайоки вновь исполнила Ниагара Драйвер, Манами вырвалась. Они выбили Хасыгаву из матча и на этот раз уже сделали Ниагара Драйвер со шлагбаумом с канатов. Командный бамп, который принес чемпионкам защиту титулов. Бесподобный матч, однако не самый лучший в линейке командных приемов. Не лимитбрейкер, чистая высшая оценка. Акира Хокута против Манами Тойоты. 2 сентября 1995 года. Шоу AJW Destiny. Буквально через несколько дней после поражения в командном матче Тойота снова выдала пятизвездочный матч на обычном шоу без титулов на кону. И он оказался у нее последний. Для обоих исполнительниц он оказался последний. Более женских матчей вообще не будет вплоть до поединка Сюри и Утами Хаяшишиты на шоу Stardom Tokyo Dream Cinderella за 2021 год. Вот это разрыв. Последний женский бой с высшей оценкой той эпохи. Это был один из самых уникальных матчей Джоши, которые я когда-либо видел, благодаря отличному сюжету. Техника и бампы были на высоте, но и небольшие огрехи были, вроде момента со столом, который никогда не ломается. Ладно, после сплэша от Тойоты, но даже после бомбы от Акиры тот не дал трещину. А потом после еще одной бомбы, да еще и Сентона с вершины Тернбакла. Тут было немного смешно. Сейчас был бы ор, но тогда смотрелось круто в отрыве от времени. Еще в самом начале до гонга Манами решила ворваться в матч попыткой удара, но вылетела через второй канат, и Акира после сбила ее в полете с верхнего каната. Они все-таки примирились к началу старта. Это был матч мечты для того времени. Просто весь матч наполнен крышесносными спотами и попыткой убийства Тойоты от рук Акиры. Это нечто. Толпа ревет. Они просто разбивают все устои того времени и даже сейчас вызывают бурю эмоций. Под конец, после множества финишеров, Тойота проводит бомбу северного сияния, и это становится началом конца. Ведь еще один такой прием, и Акира больше не поднимется. Грандиозная победа Тойоты, и это один из лучших женских матчей, что я видел. Заслуженная пятерка, и как жаль, что на этом мы закончим с женским рестлингом на долгие годы. На много выпусков, да. На следующий день Манами выиграет уже упомянутый турнир Japan Grand Prix
в финале победив Юмика Хотту, а после проиграет командный турнир, но вновь станет главной чемпионкой, одолев Динамит Кансай, а все остальное уже история. Психосис против Рея Мистерио-младшего, 22 сентября 1995 года. Телевизионный выпуск шоу AAA. Очередной матч по правилам до 2 из 3 фолов за мировой титул WWE в полусреднем весе. У них тогда началась серия из 3 поединков, где каждый раз титул менялся как горячая картошка, и это был первый из них. После у них были матчи, но уже не за титул. Только в декабре 1995 года они снова за него подерутся. Но все эти матчи проходили на ТВ-шоу, потому большую часть даже особо не найти. Это самый хайповый и с высшей оценкой от Дэйва. У Рэя вообще 4 матча с высшей оценкой числится, но один чисто фейк. Потому как про него, кроме бага на кейдж-матч, вообще ничего не известно. Это был отличный матч, в котором сочетались техничный рестлинг, эффектные бампы в стиле луча либре и болевые приемы. Много болевых. Мистерио был невероятно быстрым и ловким. Он передвигался по рингу словно невесомый. Если в прошлом матче с Герреро они больше бампились, то тут просто отборный рестлинг 90-х. Не всем зайдет. Хотя если смотрели AAA, то вы поймете, о чем я. Первый фол в этой схватке себе забрал Рей Мистерио. Психосис был чемпионом, и он сдался после импровизированного Октопус Холда после переворота. Вторая часть матча буквально вопит о луча либре, потому как много хайфлая, много болевых приемов, и одним из них победил чемпион. Я даже не знаю, как это назвать. Это было что-то странное, и если бы Рей мог немного повернуть назад, то он бы провел накат, но болевой приходился на все 4 конечности, потому выхода тут особо не было. Ну и третья часть матча прошла на еще более высоких скоростях, где Рей в конце, проведя торнадо ДДТ, вновь захватил соперника на Октопус Холд, и на последней секунде, когда Мистерио уже не мог давить и упал вместе с чемпионом, тот сдался, и титул сменил владельца. Обычно говорят, что если не уверен, то не ставь оценку выше. Тут я был скорее снова не уверен, потому 4.75. Но матч просто шикарный, отличный драйв и техника, великолепный образчик для тех лет. Ювентуд Геррера против Рея Мистерио-младшего, 9 марта 1996 года. Шоу ECW Extreme Championship Wrestling Big Ass Extreme Bash Ночь 2. Вновь поединок до 2 из 3 фолов, но на этот раз без титула на кону. ECW ворвались в топ со своим единственным 5-старом. Мистерио на тот момент было всего 22, а он уже показывал рестлинг высочайшего уровня и в то время решил перебраться в Америку, что поставило отправную точку для него в большую лигу. Этим матчем он сделал себе имя и в итоге станет легендой луча либре. С этого все началось. Можно много говорить об этом матче, но скажу одним словом – луча либре. Это был прогресс для американского рестлинга, и они увидели полеты и технику на недосягаемом до того уровня. Первый отрезок матча – это скорость и драйв, где в конце Ювентуд начал чистую доминацию с мощным тайгер-суплексом и выходом на мостик, что и принесло ему первый фол. Далее они стали повышать ставки и скорость, несколько раз просто вылетев фанатов через верхний канат, а также множество бомб, что провел Рей для соперника, и стали камнем преткновения. Ведь после контратаки дропкиком в воздухе он провел Гатридж пауэрбомбу и принес себе первый фол. Ну а дальше просто безумие с прыжками и походом на стоянку, где Геррера провел тому бомбу на авто. Мистерио выставил за рингом стол, но так и не воспользовался им, так как выиграл матч после реверса Кельтского креста с канатов в Ураган Раннер и победил. Но весь зал топил за продолжение, и они его получили. Рей провел для Ювентуда сит-аут пауэрбомбу и сломал стол, а затем еще и стул в морду кинул для пущего эффекта. Толпа была довольна, и я в том числе, потому заслуженная пятерка. Super Generation Army в составе Мицухары Мисавы и Джуна Акиямы против армии демонов в составе Ташаки Кавады и Акиры Тауэ. 23 мая 1996 года. Шоу AJPW Super Power Series Ночь 5. Защита командных чемпионств хилов против улучшенной команды Мисавы. Кента был занят противостоянием с Патриотом и Джонни Эйсом, что в дальнейшем аукнется. Ему готовили титульный рейн. В то же время Мисаве нужен был командный партнер, и они его нашли.
Да, он был на вторых ролях, но это сыграло на качестве матча. Мисава и Акияма слишком рано стали давить на соперников и были застигнуты врасплох, когда Кавада вмешался, чтобы прервать их постоянное двойное давление на Тауэ. С этого момента Акияме пришлось взять на себя основную нагрузку, в то время как Мисава постепенно слабел. Они решили пойти по такому пути, вообще думал будет наоборот, но Акияма сделал все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в матче. Его прорыв здесь трудно переоценить, так как с этого момента на 5-старах он заменит Кабаши в командных матчах. Именно он принес команде победу и забрал титула у хилов. Андердог доказал свою значимость, а такое людям нравится. Именно потому я и поставлю тут высшую оценку. Они заслужили. Феерия будет продолжаться, и вы снова его увидите уже в следующем выпуске. Это был классный выпуск и своеобразное отправление на пенсию в моих обзорах Манами Тойоты. Рэй Мистерио показал лучший матч в карьере еще только на этапе своего развития. Однако у него еще много топовых матчей, которые незаслуженно обделены вниманием. Если вам интересно, напишите в комментах. И возможно сделаем небольшое отступление от данной рубрики на менее значимые для Мельцера матчи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и в особенности делитесь, как вам рубрика и какие матчи из списка вы хотели бы увидеть. Хотя уверен, что вы из первых-то вряд ли что-то смотрели. Всем спасибо за просмотр. Любите рестлинг.